Всем привет, меня зовут Игорь, и, наверное, я не тот Игорь, которого все ждали. Так получилось, что после 11 ноября он переименовался в мистера гидроизоляции, и поэтому про новинку от InMotion вам расскажу я. Полтора года мы не видели никаких новых моноколес от компании InMotion. Вместо этого они нам прислали какой-то гироскутер и электровелосипед. Восторга они не вызвали, но хотя бы там был интересный, прикольный дизайн, и все мы ждали чего-то от нового колеса InMotion V8F. И вот V8F у меня. И, честно скажу, я немного разочарован. По сути, это обычный V8 плюс 10%. Плюс 10% к емкости аккумулятора, плюс 10% к мощности, плюс 10% к площади педалей и плюс 10% к стоимости. На этом все. Видео можно выключать. И не забудьте поставить мне лайк. О, вы все еще здесь? Готовы провести 5 минут в моей компании? Тогда давайте поговорим о V8F как просто о моноколесе. Внешний вид и особенности. Корпус глянцевый, склонен царапаться. Под крышками LED-подсветка. InMotion называет ее атмосферной. Под ручкой для переноски у нас есть кнопка сна. Удобная, надежная, когда требуется колесо занести на лестницу или поставить на бордюр. Рядом располагается телескопическая ручка. Чтобы достать, достаточно нажать на кнопку, и ручка выдвинется. Ручка удобная. Колесо легко ввести, и можно не бояться за то, что оно куда-то убежит. Владельцы InMotion любят телескопическую ручку, но честно скажу, что мне гораздо проще просто колесо перенести, чем доставать эту странную конструкцию. Здесь у нас фара включается длинным нажатием. Сзади располагается стоп-сигнал, но его при свете дня вообще не видно. Фара светит не очень и при этом еще и слепит прохожих. И это очень печально, учитывая, что колесо у нас 2019 года. Сзади располагается динамик, через который колесо с нами разговаривает, а также располагается порт зарядки. Брызговика нет, но корпус по сравнению с V8 сделали выше, поэтому возможно будет набрасывать пыль и грязь гораздо сильнее. Педали с наждачкой. Большие широкие лопухи. Реально удобно и комфортно. А вот шипы в них не вкрутить. Придется сверлить и нарезать резьбу. Кроме того, у педалей не очень выраженный наклон. Это будет непривычно любителям кингсонгов и готвейв. Для удобства сверху предусмотрены подушки. Они приятные на ощупь, но недостаточно мягкие. И при езде ощутимо давят на голень. Зато позволяют лучше контролировать колесо. Это Серега. Здорово. Вес. Наш экземпляр весит 16 килограмм, но это предсерийный образец. В финальной версии InMotion обещает 14,5 килограмм. Проверим. Кстати, колесо традиционно разобрали. Все подробности можно посмотреть на сайте Экодрифта. Ссылка в описании под роликом. К колесу можно подключиться через приложение и настроить максимальную скорость, угол педалей и подсветку. Кстати, подсветку можно отключить, зажав кнопку сна и задержав клавишу выключения. Вот. Это можно сделать без приложения. Очень удобно. Характеристики. Максимальная скорость 35 км в час. 16 дюймов, покрышка 2,125 дюйма.
Емкость аккумулятора 518 Вт-час на элементах LG, что по заявлению производителя должно хватить где-то на 60 км. Но я бы рассчитывал на 40, а в такую прохладную погоду максимум на 35. Но проверять я это сейчас не буду, уж простите, погодка не располагает. Максимальный вес райдера 120 кг. Номинальная мощность двигателя 1 кВт. На пике до 2 кВт. Максимальный угол наклона 30 градусов. Проверим. Характеристики звучат впечатляюще. Сначала заедем в нашу фирменную горочку. Хрен с два. Колесо продавилось при угле наклона 27 градусов и весе райдера 90 кг. Однако не отключилась при продаве. Зато после этого дико задрало педали, безопасность и все такое. Мы пробовали закатываться в более пологие пандусы, и даже с райдером весом около 60 кг колесо начинает задирать педали. В целом, колесо по езде понравилось. Классическая покрышка 225 – это отличный баланс комфорта и маневренности. Колесо позволяет легко и непринужденно маневрировать, а также уверенно себя чувствует на сложном грунте. Итак, мое мнение по колесу. Мне не понравились подушки. Они ощутимо выпирают и недостаточно мягкие, поэтому при езде ощутимо давят на голень. Но и это колесо все-таки не для меня. Я вешу почти 90 кг, и мне не хватает тяги. На скорости я боялся его продавить. Если ваш вес за 80, и вы предпочитаете комфортную езду, я бы вам все-таки рекомендовал колесо InMotion V10. За те же деньги вы получаете более мощное колесо. Я считаю, что V8F подходит для более легких райдеров или для девушек. Это все еще очень легкое и компактное колесо, которое удобно использовать вместе с общественным транспортом. Если ваши поездки не длинные, то V8F это колесо для вас. Но это мое мнение, а есть и другие. В ночную смену на этом колесе покатался Роман. Он большой любитель InMotion и сам ездит на V8 и V10. Он попробовал разогнаться до максимальной скорости, и вместо 35 км в час он словил маятник. Кстати, то же самое произошло и у меня, даже на более низкой скорости. Ощущения не самые приятные, начинаешь разгоняться, и педали начинают вибрировать. При этом хочется максимально сбросить скорость. InMotion уже в курсе проблемы, и они заверяют, что в серийной модели такого недостатка не будет. А теперь давайте послушаем мнение Романа. Он сам большой любитель InMotion и сам ездит на V8 и V10. На мой взгляд, главное отличие от V8 – это подушки. Теперь это не какие-то колхозные треугольники, всякие чехлы и уродская лапша. Теперь они вмонтированы в корпус. Они комфортные и приятные. Следующее отличие – это педали. Они от десятки, с наждачкой. Они более широкие и большие, что позволяет более комфортно расположить ногу во время езды. Это позволит проезжать гораздо большее расстояние, не слезая с колеса и не разминая свои лапки. Конечно же, покрышка. Теперь это классический 225 дюйма с новым протектором, который гораздо лучше держит дорогу. Из-за более широкой шины колесо едет более мягко и не замечаешь мелких ямок и неровностей. Двигатель стал более оборотистый, что позволяет теперь ездить до 35 км в час. Я вешу около 60 кг, и мне вполне хватает мощности двигателя для уверенной езды по городу. И мне нравится, что я могу ехать 30-кой без поднятых педалей. Это увеличит мою среднюю скорость. В целом, я считаю обновление очень удачное. Единственное, что они слишком затянули с этим делом на фоне своих конкурентов. Если вы планировали купить себе восьмерку, то я рекомендую вам купить V8F. Я уверен, у вас есть свое мнение. Обязательно отпишитесь в комментариях. Особенно интересные комментарии попадают прямиком на завод InMotion. А у меня на этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. И всем удачи. Пока.
прокатился вот на этом колесе, и все как хорошо, что я себе взял первым колесом Супикс, потому что я бы, блин, мне кажется, убился бы на слабеньком колесе. Но хрен там был. Я же не новый Игорь.